сети развернулась целая дискуссия по поводу подарков горностая. Роскошный веер, драгоценности, золотое зеркало, золотая монета, золотой жезл. И вы знаете, какая версия пока лидирует? Зрители всерьез обсуждают, что все эти вещи горностай таскает из гримерки Филиппа Киркорова. А значит, он входит в круг его близких знакомых. Интересная версия. И однажды мы узнаем, правы ли зрители. Встречайте загадочный горностай. Горностай! Кстати, я соблюдал все твои инструкции. Я всю неделю носил твой подарок, монетку. И, как ты сказала, она должна принести мне большие деньги. Прошла неделя, и, собственно, у меня вопрос. Где бабки? Ну, надеюсь, что все-таки чудо скоро произойдет. Слава, ты не прячь монетку. Ночью Лера нам написала: вы взяли все, что подарил горностай. Я такая, господи боже. Мы взяли, все принесли. Мне Лера тоже напомнила, я тоже все принес. Вот. Вот, да. Давайте. Лёша, я тоже. А я даже надела на себя. Давайте скрестим все это, соединим и посмотрим, что получится. Правильно же, горностай, да? Мы должны выложить все эти 5 элементов на стол и догадаться, кто же вы. И главное, все подарки Филиппу сдают, да? Центр зала. Я знаю что! Мы сейчас должны сложить эти предметы в фразу «отдайте бабки Славе». Ну, что-то Так, подожди, такое. а может быть по названию? Подожди, а если зеркало, медальон, если просто первые буквы Первая буква я сложить? тоже вот имела в виду, да. Свет мой В, зеркальце, да? скажи. Жезл, Что жуи, на да? свете? Всех Как милее. бы ни старались Алексей, Веер, Валерия, амулет Филипп, Регина ваш. и Тимур, все равно со стороны они не Ваш. выглядели как знатоки, а выглядели как Все пожилые и прекраснее, выжившие из белее. ума люди. Горностай, скажи честно, то, что мы вообще сложили все вместе, и из этого мы должны были что-то понять, это может сработать или это обман был с самого начала? Я вам скажу так, без слова это не сработает. Что ты хочешь, сынок? Что ты? Монетку? Давай деньги! Ты что, я бабками Монетку не делю? давай. Следи, наконец-то. бабло! Ты что? Мы с горностаем хотим быть богатыми. Ну что, пока я передаю, собственно, свою монетку, чтобы что-то получить уже о маске под названием горностай, давайте смотреть подсказку. Алексей, лови. О, Всем добрый вечер, я горностай. Говорят, я похож на восточную притчу. Такой же загадочный и таинственный. Возможно. В таком случае слушайте меня внимательно и читайте между строк. И даже если вам кажется, что вы уже все поняли и обо всем догадались, ваша догадка может быть обманом и растает, как утренний туман. Вот что я сегодня хочу вам рассказать. Совсем недавно у меня на концерте появилась шаурма. Правда. Это было так неожиданно, хочу признаться. Она мне всегда нравилась, у нее такой прекрасный вкус. И это был такой приятный подарок. Надеюсь, мы с ней еще увидимся. Все обращают внимание на мою кошачью грацию и спрашивают, откуда она у меня. А все просто. В прошлой жизни я была кошкой. И это не фантазия эволюции, это факт. Скажу больше, до кошки я была мышкой. А вот кем я стану после горностая, большой секрет даже для меня. Есть о чем подумать, не правда ли? Ну, а пока вы размышляете, горностай отправляется на сцену. Вот это да! Everybody
крутяк вообще. Some of them want to use you. Some of them want to be used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? And travel the world and the sounds. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by. Some of them wanna abuse you. Some of them wanna be Hold your head moving on, keep your head moving on. Hold your head moving on, keep your head moving on. Hold your head moving on, keep your head moving on. Some of them want to some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Ай, как хорошо! Горностай и его сладкие грезы. Во-первых, это сегодня, на мой взгляд, самый эстетически красивый номер. Вот горностай, скорпион, пожалуй, да? Но здесь такая эстетика, такая культура, такой профессионализм и художников-постановщиков, и хореографов, и режиссера. И, конечно же, жемчужина во всем этом — этот бриллиант по имени Горностай. Ну, удивительный талант голоса, новых интонаций для нашей эстрады. Я уверен, что это новое имя, это молодое имя. Огромное спасибо за этот потрясающий номер и за ваше исполнение. Вы безумно талантливый человек. Безумно. Да. Это было совершенно феноменально. Я совершенно согласна с Филиппом. Это была какая-то сказка, магия. И как здорово, что мы сегодня услышали вот эту версию, какую-то невозможную, сногсшибательную, современную, мощную. Да, гармония меняется, да, меняется мелодия, но произведение делается от этого, оно не проигрывает, оно возносится на какую-то совершенно новую высоту. Спасибо вам, это было грандиозно. Я совершенно согласна. А я хочу сказать, что после вашего выступления злюсь и расстраиваюсь. Это зависть. Нет, я расстраиваюсь, что нас водят за нос. Мы вроде как подбираемся к версии, а потом раз, она рассеивается. Потому что там наверняка, как Филипп уже сказал, уникальная девушка, талантливая, которая может подделать любой голос. И она прислушивается к нашим версиям. И раз, в следующем выпуске уже, хотите Диану Анкудинову? Сейчас я дам вам Диану Анкудинову. Хотите кого-нибудь, солистку группы «Моя Мишель»? Окей, я дам вам солистку группы «Моя Мишель». Кого? Олю Серябкину? Да пожалуйста. Какой будет следующий заказ от Какой тебя? будет следующий заход, Любовь скажите нам? Успенская. Во мне настолько сидит ощущение, что там действительно Диана Анкудинова. Я везде слышу
После определенного выпуска только ее. Вот именно, после определенного выпуска. Потому что к нам Маска последнего. прислушивается. После последнего. Да. Ну вот у меня есть еще одна версия. Как вы относитесь к фолку? К народному японскому? Ну нет, русскому народному. Ну, от этого я далека. Далеки? Или обманываете? Ну, нет, по вам-то, конечно, по вашему костюму. А вот вы внутри как относитесь к фолку? Вы думаете, внутри я не такая, как снаружи? Конечно. Люди, вы такие смешные. Просто есть одна певица, которая... У нее тоже уникальные данные. И что-то мне сегодня подсказало, что там под маской может быть Тина Кузнецова. Помните песню «Ваня, Ваня, Ваня»? Звента Свинтана группа у нее. Потрясающая группа. Вы знаете, я вместо версии хочу другое Анекдот сделать. Анекдот! Горностай нам всем подарил подарки. И вот я решил, что я тоже хочу подарить Горностаю подарок. Это подарок с намеком, который поймет, я думаю, только Горностай. Я думал, свой альбом. Ну вот, нет. Горностай, вот, пожалуйста, тебе вынесли книгу, и когда ты обратишь внимание на автора этой книги, ты поймешь, что это, возможно, то, что нас с тобой связывает. Роберт Рождественский. Если я догадываюсь, а мне кажется, я догадываюсь, кто там, я очень хочу, чтобы этот персонаж с нами был до самого-самого-самого конца. Так что я буду молчать и оберегать эту маску всеми своими силами. Я понял прикол. Горностай каждому из нас дарил подарки по каждому выпуску. Теперь наоборот. Алексей открыл этот марафон. Экватор, да, друг мой, экватор. То есть нам нужно было сложить подарки в центр стола, чтобы понять, что мы-то ничего взамен не подарили, и надо сброситься хотя бы на один, а тут Леша уже начал от себя. Ну Лучше всё. сбросьтесь мне на хороший отвар. Да. И к финалу как раз бахнем чайку с отравами. Ой, с отварами. Оговорочка. С отварами. Осторожней. Осторожней. Мне кажется, прекрасная нота, чтобы завершить сладкие сны Горностая. Спасибо тебе за это крышесносное выступление. Мы встретимся на зрительском голосовании.